Всем привет, друзья, с вами Оля. Начался сезон кабачков. Я их очень люблю и постоянно ищу новые рецепты. Спешу поделиться проверенными, вкусными и не банальными рецептами из кабачка. Все просто, быстро, из доступных продуктов. Все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала хочу поделиться любимым полезным рецептом из кабачка. Эти овощные сэндвичи настолько вкусные, что вы обязаны их попробовать приготовить. Без майонеза, муки и жарки. Разве это не чудо? Для начала нам понадобится 1-2 кабачка. Желательно, чтобы кабачки были молоденькими, длинными и тоненькими. Нарезаем их максимально тонкими кружочками, насколько это возможно. Как вариант, вы можете воспользоваться теркой, в которой есть насадка для слайсов. Вот что получается. Далее противень застилаем пергаментом. Я себе сделала карандашом отметки, чтобы аккуратно выложить кабачки. Место, где будем выкладывать кабачки, смазываем растительным маслом без запаха. Далее кружочки кабачков выкладываем внахлёст друг на друга. Стараемся, чтобы между кабачками не было пустот. Это несложно, и буквально за несколько минут получается 2 прямоугольника размером 18 на 20 сантиметров. Сверху кабачки солим и перчим по вкусу. Далее натираем на крупной терке твердый сыр. Он должен тоненьким слоем покрыть все кабачки, чтобы скрепить конструкцию, и после выпечки кабачки держали вместе форму и не разваливались. На 2 прямоугольника уходит 2 небольших кабачка и примерно 100 грамм твердого сыра. Выпекаем кабачки в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов примерно 15 минут до золотистой корочки. Вот как выглядят кабачки после выпечки. Они золотистые, полностью пропеченные, сочные, с хрустящей корочкой от сыра. Как вы видите, за счет сыра кабачки держат форму и представляют собой единый пласт. Но конструкция все-таки довольно хрупкая. Даем кабачкам немного остыть и перекладываем на доску, обратной стороной наверх. Далее кабачки смазываем творожным сыром. Выкладываем рукколу, кружочки помидор, болгарский перец и ветчину. Закрываем второй половинкой. В итоге получилось 2 очень вкусных кабачковых сэндвича. Начинка может быть любой, по вашему желанию. Я сделала начинку из тех продуктов, которые были у меня в наличии. Идея приготовления кабачков очень интересная. Получается действительно вкусно, блюдо сочное, яркое и безусловно полезное. Еще больше вкусных и здоровых блюд, а также десертов вы найдете в моем телеграме. Ссылка в описании под видео. Обязательно переходите. Всех жду. Для второго варианта нам точно также понадобятся примерно 2 кабачка. Обрезаем края и овощечисткой делаем длинные прямоугольные слайсы. Минус этого способа в том, что есть остатки кабачка, которые необходимо использовать для другого рецепта. Небольшой противень размером 25 на 35 сантиметров я застелила пергаментом. На дно противня на крупной терке натираем примерно 80 грамм твердого сыра. Распределяем его ровным слоем. На сыр выкладываем слайсы из кабачков внахлёст друг на друга. Если кабачок очень тонкий, я ставлю рядышком еще 1 слайс поближе. То есть слайсы выкладываю густенько впритык друг к другу. Рядом выкладываю второй ряд слайсов. Таким образом кабачки покрывают весь сыр. Кабачки по желанию можно посолить и поперчить, если сыр нейтральный по вкусу. Сверху на кабачки натираем еще примерно 80 грамм твердого сыра. Запекаем кабачки 15 минут в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов. Вот что получилось. Края, где остался сыр, немножко подгорели. Кабачковый пласт легко отходит от пергамента. Если его не пересушить, он получается гибким и эластичным. Кроме этого, кабачки за счет двойного слоя сыра надежно прилипли друг к другу. Точно ничего не разваливается. Разрезаем кабачковый пласт пополам. Далее выкладываем любую начинку по вашему вкусу. В этот раз кабачки я ничем не смазывала, а в серединку поставила йогурт. В
качестве соуса. Соль и перец добавляю по вкусу. Вместо ветчины можно использовать колбаску, вареное или запеченное мясо, тунец, красную рыбу. В общем, начинка абсолютно любая по вашему вкусу. Ну что, друзья, вот такая вкуснятина у нас получилась. С двойным слоем сыра кабачки получаются по суше и более хрустящими. Я могу сказать одно: вкусно получается обеими способами, просто они немножко отличаются друг от друга. Однозначно рецепт рабочий, всем советую попробовать. Кабачки вместо хлеба для бутербродов — это интересная идея, и она особенно актуальная в летнее время года. Кроме этого, мне стало интересно, что будет, если вместо кабачков использовать баклажаны. Давайте проверим. Точно так же для первого способа нам понадобится примерно 1-2 длинненьких, желательно не очень толстых баклажанов. Нарезаем их тонкими кружочками толщиной примерно 3 мм. Пергамент смазываем маслом. Выкладываем кружочки баклажан внахлёст друг на друга. Вы можете сделать небольшие прямоугольники или квадраты из баклажан, либо, как я, 2 больших прямоугольника размером 18 на 20 см. Сверху баклажаны солим и перчим по вкусу. Затем натираем 100 грамм твердого сыра. Выпекаем баклажаны в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут до золотистой корочки. Вот как выглядят баклажаны после выпечки. С внешней стороны они хрустящие, с обратной стороны мягенькие. Начинка здесь у меня подобная. Это творожный сыр, большое количество сезонной зелени, помидоры и ветчина. Накрываем второй половинкой. Получилось также очень вкусно. И мне, и мужу понравилось даже больше, чем с кабачками. Баклажаны имеют свой вкус и добавляют изюминку блюду. Аккуратно есть сэндвич с кабачков или из баклажан практически нереально, поскольку блюдо такое сочное, что все равно что-то капает. Но, безусловно, получается очень и очень вкусно. Все продукты хорошо сочетаются друг с другом. У меня и муж, и ребенок ели такие сэндвичи с удовольствием. И напоследок попробуем второй вариант приготовления. Для этого баклажаны нарезаем тонкими полосками, примерно по 3 мм толщиной. Точно так же на противень натираем твердый сыр, примерно 80 грамм, и распределяем ровным слоем. Выкладываем внахлёст друг на друга полоски баклажан. Сверху их солим и перчим. Количество сыра по вашему вкусу. Главное, чтобы после выпечки баклажаны не развалились. У меня ушло 80 грамм на подложку, и сверху я также натерла 80 грамм сыра на баклажаны. Выпекаем баклажаны точно так же, примерно 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки. Вот что получилось после выпечки. Баклажаны очень аппетитные с обеих сторон. Разрезаем пласт пополам. Как видите, пласт довольно пластичный и ничего не ломается, если баклажаны не пересушить. Ну а дальше выкладываем начинку по вкусу. И кабачки, и баклажаны с двойным количеством сыра лучше держат форму. Они вообще не разваливаются, и такой пласт удобнее смазывать сыром или другим густым соусом. По желанию можно присыпать пергамент сыром, сверху выложить кружочки кабачков или баклажан, а затем снова сыр. В общем, друзья, вы можете экспериментировать. Я просто показала, что этот рецепт рабочий. И даже 2 способами приготовления все получается. Что интересно, с баклажанами нам понравилось даже больше. Но и с кабачками это отличная идея, которая очень многим понравится. Следующий приготовим пиццу из кабачков буквально за 10 минут. Летом этот рецепт очень выручает. Сразу же получается большая порция из доступных продуктов. Для начала нам понадобится 2 молодых небольших кабачка. У меня весом 500 грамм, но можно и поменьше. Обрезаем края и нарезаем кабачок максимально тонкими пластинами, насколько это возможно. Вот что у меня получилось. Далее кабачки нам нужно замариновать. Для этого берем удобную емкость и выкладываем пластины кабачков. Каждый слой солим, перчим, посыпаем сладкой молотой паприкой и сверху добавляем свежий или сушеный чеснок. Поливаем немножко маслом и по желанию размазываем специи, чтобы они равномерно распределились по поверхности кабачка. Затем сверху выкладываем пластины кабачков и повторяем действие, пока кабачки не закончатся.
таком виде кабачки ненадолго отставляем. Если есть возможность, их можно оставить на 10 минут, чтобы они хорошо промариновались. Далее мы приготовим супер простое и быстрое тесто, с которым справится любая хозяйка. В миску разбиваем 4 средних яйца, добавляем половину чайной ложки соли и перемешиваем венчиком, просто чтобы разрушить структуру яйца. Затем нам понадобится молоко любой жирности. Вливаем примерно 100 мл с общего количества. Всего для рецепта нам понадобится 400 мл молока. Перемешиваем. Через сито просеиваем 180 грамм муки. Это 1 стакан объемом 250 мл с небольшой горкой, плюс 1 столовая ложка с горкой. Перемешиваем тесто до гладкой однородной консистенции и отсутствия комочков. Именно благодаря тому, что мы добавили немножко молока и всю муку, мы получаем вот такое гладкое тесто без комочков. Вливаем оставшееся молоко. В конце вливаем 30 мл рафинированного растительного масла. Перемешиваем. В данном случае и яйца, и молоко у меня холодные. Рецепт простой, поэтому мы не дожидаемся, пока продукты остынут до комнатной температуры. Ну что, друзья, я думаю, вы догадались, что мы приготовили тесто, как на финский блин. Ненадолго его откладываем. Небольшое количество укропа мелко нарезаем. Добавляем в тесто и перемешиваем. По возможности оставляем тесто на 5-10 минут постоять при комнатной температуре, чтобы развилась клейковина. Далее нам понадобится стандартный противень от духовки. У меня он размером 43 на 30 сантиметров. Объективно мой противень неудачный. Он нестандартного размера, в нем есть углубление, и из-за этого равномерно тесто никак не распределить. Но я пользуюсь тем, что есть, точно так же, как и вы. Каждый пользуется тем противнем, который у него есть. Противень спрыскиваем водой и застилаем пергаментом, чтобы были бортики. Если вы не уверены в качестве своего пергамента, тогда смажьте его дополнительно маслом, чтобы ничего не прилипло. Тесто перемешиваем и выливаем в противень. Распределяем. Далее выкладываем замаринованные кабачки. Примерно помещаются все кабачки, остается буквально несколько пластинок. Выпекаем кабачки с тестом в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут до легкой золотистости. Спустя время достаем эту вкуснятину из духовки. Сразу же скажу, во время выпечки все очень аппетитно пахнет. Перекладываем на стол. Еще горячим разрезаю на кусочки. Тесто очень пластичное, не трескается, поэтому кусочек легко свернуть в рулет. Как вы видите, я свернула даже в огромный рулет, и все хорошо держит форму. Соответственно, делаем вывод, что можно сворачивать весь пласт в один большой рулет. По желанию данное блюдо можно разрезать как пиццу на кусочки и наслаждаться. Каждый делает как ему удобно. Объективно получилось, но очень вкусно. Кабачок с тестом сочетается на 100%. Получается реально аналог пиццы. Вкусное тесто, которое что-то среднее между блинами и профитролями, а сверху полностью пропеченные ароматные сочные кабачки. По желанию в конце выпечки кабачки можно посыпать твердым сыром и запечь, чтобы он расплавился. У меня максимально бюджетный вариант приготовления, и даже в таком случае это вкусно. С сыром будет еще вкуснее. За счет того, что мы кабачки замариновали, они получились ароматными и пикантными. В общем, друзья, идея интересная, рабочая, простая. Летом она многим пригодится. Последний приготовим просто невероятную запеканку из кабачков на сковороде. Этот рецепт по вкусу понравится всем без исключения, особенно детям. Запеканка настолько вкусная, что не передать словами. Очень советую попробовать приготовить. Для начала нам понадобится маленький молодой кабачок, весом примерно в таких пределах, 180-250 грамм. Визуально кабачок длиной как ладошка. Молодой кабачок натираем на крупной или средней терке. Если кабачок старый, тогда удаляем кожуру и семена. Кабачковую массу отжимаем от выделившейся влаги. – 60 грамм твердого сыра натираем на терке. Сыр можно заменить на сулугуни, брынзу или даже вместо сыра использовать творог. Но вкус готового блюда будет немного отличаться. К натертым кабачкам добавляем 2 яйца, средних или крупных.
Затем добавляем 100 грамм сметаны любой жирности или несладкого йогурта. Высыпаем натертый сыр. Учитывая соленость сыра, добавляем соль по вкусу. Перемешиваем. Далее добавляем 50 грамм пшеничной муки. Это 2 столовые ложки с горкой и 1/3 чайной ложки разрыхлителя, либо такое же количество соды, если нету разрыхлителя. Сода вступит в реакцию со сметаной либо йогуртом. Продукты перемешиваем. Вместо пшеничной муки можно добавить 40 грамм рисовой муки, тогда готовое блюдо будет еще нежнее и вкуснее. Вот такой консистенции получается кабачковое тесто. Дно и бока сковороды диаметром 20 см смазываем рафинированным растительным маслом. Вы можете использовать сковороду большего диаметра, но запеканка будет потоньше. Также в описании под видео я оставлю пропорции продуктов для сковороды большего диаметра. Это для тех, кто захочет порцию побольше. Если вы не уверены в качестве тефлонового покрытия сковороды, тогда ее дно обязательно застилаем кругом, вырезанным из антипригарного пергамента. Затем выливаем кабачковую массу, разравниваем. Выпекаем запеканку на сковороде на самом маленьком нагреве. Сковороду ставим строго посередине и накрываем крышкой. В процессе, если будет выделяться много влаги, крышку вытираем. Тем временем, пока выпекается запеканка, мы приготовим к ней соус. К 100 граммам сметаны любой жирности, либо йогурта, добавляем рубленую петрушку или укроп. По желанию добавляем зубчик чеснока, натертый на мелкую терку или измельченный через пресс. Соус солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Вот такой простой, незамысловатый, но очень вкусный соус получается. Спустя примерно 15 минут масса подымется. Также вы почувствуете приятный аромат запеченного сыра. Бока запеканки будут матовыми, а серединка может быть более жидкой. Проходимся лопаткой по краям, чтобы бока запеканки отошли от сковороды. Затем накрываем сковороду тарелкой и переворачиваем. Так как у меня сковорода старенькая и к ней все прилипает, на дно я снова ставлю круг, вырезанный из антипригарного пергамента. Если вы уверены в качестве своей сковороды, можете этого не делать. Выкладываем запеканку обратной стороной, удаляем пергамент, вытираем крышку от влаги, допекаем запеканку еще 5-7 минут до золотистости. Хочу уточнить, время приблизительное, у всех оно будет немного отличаться. Если у вас плита газовая, то выпекаться запеканка будет примерно как у меня. Если электрическая, то подольше. Спустя время ставим тарелку, переворачиваем, и вот что получилось. Готовая запеканка очень аппетитная. Она невысокая, диаметром 17,5 см и весом 500 грамм. В разрезе мы видим, что все продукты хорошо пропеклись, и блюдо полностью готово. Запеканка получается очень сочной, ароматной, нежной. Кабачок абсолютно не чувствуется. Также он мягенький и полностью готов. Больше всего по вкусу данная запеканка напоминает мне творожную запеканку, как бы странно это ни звучало, либо сочную вкусную ачму, поскольку преобладает во вкусе сыр и молочные продукты. То есть используйте вкусные молочные продукты и получится вкусная запеканка. Подаем запеканку с соусом, либо можете его не готовить, поскольку блюдо самодостаточное и вкусное без соуса. В общем, друзья, запеканка получается очень вкусной. Она воздушная в теплом виде и более плотная в холодном, но и так вкусно. Особенно мне понравилось, если пшеничную муку заменить на рисовую. Запеканка получается очень нежной, прям тает во рту. Как вы заметили, этот рецепт мне очень понравился. Он простой, быстрый, получается очень вкусно. Ребенок ел эту запеканку с удовольствием. Я готовила эту запеканку уже несколько раз после проверки, поскольку рецепт очень понравился. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.